Господа, дождались. Лично я люблю безбашенное семейство куньих, не меньше кошачьих. Мы с вами даже выделили для этого семейства отдельный плейлист. А знаете почему? Потому что эти барсуки, медоеды, росомахи, выдры, норки и прочие хорьки – это одно из самых успешных в видовом разнообразии семейства на нашей планете. Ну а сегодня речь пойдет о самом добром представителе этих гопников. Встречайте барсука или обыкновенного барсука, вид млекопитающих из рода барсуков семейства куньих. В отличие от своего американского брата, наш милый евразийский друг коров не закапывает, с койотами в сговор не вступает и постоянно страдает от экспроприаций рыжих плутовок. Но обо всем по порядку. Барсук – это один из крупнейших представителей семейства куньих. Эта животинка умна, проворна, несмотря на телосложение, и вполне миролюбива. Обыкновенные барсуки обитают по всей Европе и большей части Азии с умеренным климатом. Длина тела 60-90 см, хвоста 20-24. Да, а еще барсук – это штука тяжелая. В летний период он весит порядка 24 килограмм, а перед спячкой отжирает дополнительные 10 килограмм на всем, что может поймать, убить или украсть. Половой диморфизм, как правило, выражен слабо. Голова самцов более широкая, с более пышными бакенбардами, шерсть грубая, есть подшерсток, окраска спины и боков буровато-серая с серебристым оттенком. Низа тела черноватое, на морде две темные полосы, тянущиеся от носа к ушам. Барсук – это всеядное животное. Во время своих ночных вылазок к холодильнику зверь успевает наесться от пуза всяких там лягушек, мышей, грибов, насекомых, червей и прочих экзистенциальных лакомств. Так что если вы любите покушать перед сном, скорее всего вы барсук. К слову, барсук – это единственная в своем роде куница-переросток, которая чихать хотела на всякие там родовые традиции куньих и ложиться в спячку на зиму, хотя в более южных районах барсуки могут вообще не впадать в спячку. Но барсук не только обжора. Наш барсучелло обладает здоровыми тупыми когтями, с помощью которых он роет себе длинные сети туннелей. Барсуки очень хорошие строители. Норы они роют настолько шикарные, что лисы и прочие норные иногда выселяют барсуков из их жилищ, причем очень хитрым путем. Лиса приходит к норе, пока хозяина нет на месте, и превращает это чистое, уютное гнездышко люкс-класса просто в грязный, вонючий подъезд. Вернувшийся барсук не может вынести такого вида и запаха, и поэтому покидает нору на радость ее новому владельцу. Однако, если барсук встретит эту нахалку у двери, то в свою очередь он все равно отдаст дань своему семейству и сделает все, чтобы защитить свою нору от внезапно нагрянувших коллекторов. В местах, где много пищи, барсуки образуют целые города. Огромное количество семей и одиночных особей выстраивают длинные, соединенные между собой сети туннелей. В таких трущобах происходят криминальные разборки, романтические встречи и всякие там темные ритуалы. Барсуки моногамны. Влюбленная пара барсуков проведет друг с другом целую жизнь, каждый год производя на свет малолетних спиногрызов. Барсучат выкидывают выживать в этом страшном мире уже на первом году жизни. Интересной особенностью барсуков и некоторых других куньих является возможность задержки беременности. После оплодотворения организм самки может держать зародыш оплодотворенным, но не развивать его. Это делается в том случае, если предполагаемое рождение детей выпадает на голодный год, ну или другой неблагоприятный период. При необходимой фазе развития плода около 150 дней барсучесса может откладывать рождение вплоть до 450 дней. Несмотря на то, что барсук занесен в Красную книгу, людишки все
все равно истребляют его поголовье в тех местах, где полосатая орда активно гадит фермерам, пробивается на огороды и колхозные поля и ест там все, до чего дотянется. Но еще эти милые толстяки являются разносчиками бешенства. Хотя, как, впрочем, и многие другие жители леса. А вот по отношению к голым приматам, барсук, в отличие этих самых приматов, вообще не агрессивен. Он предпочтет отойти и укрыться в нору или в другое место. Но если его разозлить, то он бьет носом и кусает обидчика, а затем убегает. А как вы считаете, почему в этом отбитом на голову семействе завелась своя белая ворона? Ведь остальные члены семейства куньих куда более агрессивнее. Пишите свое мнение в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!